Кабачки вкуснее мяса. И никто не верит, что я готовлю эти кабачки так быстро, просто, и они получаются невероятно вкусными. Все, что нам понадобится, это 2 кабачка. Отрезаем у кабачков кончики и нарезаем их вот такими вот хорошими толстенькими ломтиками. Все уже готово. Приправляем ломтики кабачков солью и немножко черного молотого перца для аромата. Теперь аккуратно пальчиками втираем специи в ломтики кабачков. Вот таким вот образом. Они пропитаются солью, а также ароматом перца, получится очень вкусно. И оставляем кабачки минут на 10-15, а тем временем разбиваем в миску яйца. И приправляем яйца ложечка прованских трав, сладкая паприка, хлопья сладкой паприки и немного черного молотого перца и соль по вкусу. Можете использовать любые специи, какие найдутся у вас на кухне. Здесь это не принципиально, все на ваш вкус, друзья. Все хорошо перемешаем до однородности. Также натираем кусочек сыра. Натираю пармезан на мелкой терке, вы можете взять любой другой сыр, но пармезан здесь идеально подходит, поэтому обязательно добавьте, потому что он придаст особый вкус и необыкновенную консистенцию жареным кабачкам. Добавляем пармезан к яйцам и еще раз все хорошо смешаем до однородности. Так, все готово. Как видите, все делается очень быстро и просто. И уже можно ставить разогреваться сковородку с растительным маслом. Наши кабачки уже тоже постояли, и они готовы к панировке. Для панировки я смешиваю 3 столовых ложки муки и панировочные сухари. Все просто хорошо перемешиваю до однородности. Можете также добавить сюда щепотку соли и каких-то специй для вкуса, для более яркого вкуса и аромата. Теперь каждый ломтик кабачка мы кладем на панировочные сухари и хорошенько обваливаем в нашей панировке со всех сторон. Вот так вот вилочкой аккуратненько стряхиваем лишнюю панировку и таким образом обваляем в панировке все наши кабачки. Готово. Сковородка у нас с маслом уже разогрелась. Теперь берем ломтики кабачков и заливаем их яйцами с сыром, нашим кляром яичным. И выкладываем на горячую сковородку аккуратненько наши кабачки. Вот так вот. Выглядит уже очень аппетитно. И, друзья, это так вкусно получается. Обязательно сохраняйте рецепт закладки, чтобы не потерять, потому что эта вкуснятина просто нереальная. Когда начинается сезон кабачков, я начинаю этот сезон всегда с этого рецепта. Пока жарятся кабачки, нарезаем 1 луковицу. Кабачки будут жариться на среднем огне где-то 3-4 минутки с каждой стороны. А на другой сковородке я обжариваю репчатый лук, буквально тоже пару минуточек, 2-3 минутки. Нарезаем болгарский перец. Можно взять, как у меня, разноцветный болгарский перец для вкуса, аромата и для цвета. Также болгарский перец содержит витамин С, в нем очень много витаминов. Отправляем нарезанный перец в сковородку к луку и обжариваем еще пару минуток. Не забываем про наши кабачки, переворачиваем. И вот такая вот хрустящая красота и вкуснятина у нас получается. Обжариваем с другой стороны еще пару минут до золотистой корочки. Пока жарятся кабачки, нарезаем пару помидоров. Вот такими вот ломтиками, четвертькольцами. И отправляем нарезанные помидоры в сковородку к овощам. Приправляем солью, черным молотым перцем и также добавьте сюда для аромата щепотку прованских трав или любой сушеной зеленью можете заменить. Все хорошо перемешиваем.
Овощи уже практически готовы. В самом конце я измельчаю 1 или 2 зубчика чеснока. Аромат стоит просто потрясающий, друзья. Чеснок по вашему вкусу. Любите, чтобы было очень чесночно, добавляйте больше чеснока. Измельчаем пучок петрушки. Вместо петрушки можете взять базилик. Тоже получится очень вкусно и ароматно. Ну, или можете взять укроп, получится более нежно. Добавляем петрушку к овощам. Все перемешиваем, и все уже готово. Снимаем овощи с огня. Можно уже звать всю семью за стол, потому что наши кабачки тоже подрумянились. Только посмотрите на эти румяные, аппетитные ломтики, нежная и хрустящая корочка сверху, снаружи, и аппетитная, нежная, сочная мякоть кабачков внутри. Вот такая вот вкуснятина. Только полюбуйтесь на этот ломтик, он так и просится в рот. Приятного аппетита, друзья! Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и скоро увидимся!